Вы когда-нибудь задумывались, что может происходить на кладбище ночью? В этом выпуске я собрал для вас топ-3 видео, где поход на кладбище заканчивался неожиданными событиями, где некоторые из которых едва не заканчивались для посетителя трагедией. Досмотрите этот выпуск до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Итак, третье место. Это самое безобидное видео в сегодняшнем топе. В этом видео молодой человек решил оставить камеру ночного видения на кладбище, чтобы забрать ее утром и узнать, что там происходит ночью. По мере углубления на территорию кладбища, он говорит, что ему страшно и кажутся какие-то шумы и голоса. Но все же он успешно приходит в самый центр кладбища и оставляет там свою камеру. Само видео длится около 20 минут, но я вырезал самый интересный момент. Посмотрите, что дальше происходит около часа ночи. Блик, как будто фонарем мне тут светит. Мне чуть, блядь, сердце не стало. Капец, ненавижу я эти такие похождения на кладбище ночью, но вам нравится. Фу, дыму воняет. Что-то горит. Ладно, пойду дальше. Примерно в час ночи камера запечатлела странного человека, который шел с фонариком по центральной тропинке и внимательно светил на могилы. Он что-то там высматривал, трогал и, повернув на тропу, куда-то ушел вглубь кладбища. Что это за человек и почему он ходит ночью на кладбище? Возможно, это какой-то колдун или же просто мелкий хулиган, желающий что-то найти ценное? Напишите ваши предположения в комментариях. Топ-2 открывает странное видео от блогера, который, работая возле кладбища, часто сокращает путь домой через него и снимает видео. Мы можем видеть, как он уверенно идет по тропинкам, так как знает маршрут, и по его словам, он чуть ли не каждый день идет по этим дорожкам, чтобы выйти через ворота с противоположной стороны городского кладбища. На одном из поворотов он замечает вдалеке огонь и решает к нему подойти. Но оказывается, что это догорает кем-то оставленная лампадка. Он особо не хочет задерживаться и продолжает свой путь к выходу. Далее вырезал почти 5 минут разговора и шуток. И следующими вы увидите кадр, где молодой человек выключает фонарь, и можем отчетливо слышать звук колокольчика. Что было дальше? Смотрите сами. Я надеюсь, что я тут никого не увижу. Из тех, кого не надо видеть. Смотрите, ребята, что я увидел. Яблоки какие-то висят. Недавно, походу. Кому, блин, надо весить яблоки? Елочка, смотрите, маленькая, наряженная. Черт его знает. Очень странно. Ух ты, блядь. Видите, какие могилы. Вороны.
Опа, свет есть. Я постараюсь за ним проследить аккуратно. Видите, там какой-то человек ходит, что-то колупается. Калитку пытается отломать или что он там делает. Так, пошел куда-то дальше. Опять куда-то пошел. Что он там делает? Так, он там ставил фонарик и сидит там. Так, ребята, вот я отключил ночное видение. Вы видите, впереди там человек лазит, короче, я немножко зум добавил. Сейчас я выйду на дорожку за его спину и, короче, выключу ночное видение. Посмотрим, что он там делает. Слышите, звенит колокольчик. Черт. Вот пошло, короче, я включаю ночное видение. Так, следим за человеком, который... Мы можем видеть впереди странного человека, который шатается из стороны в сторону, делает какие-то странные движения и звенит в колокольчик. Он неоднократно останавливается и жестикулирует на надгробие, что-то говоря, но этого почти не слышно в кадре. Автор видео предполагает, что этот человек, скорее всего, неадекватен и опасен, так как его действия хаотичные и непредсказуемые. Далее мы можем видеть странные кадры, где автору удалось подойти ближе, запечатлеть разговор странного посетителя ночного кладбища. Ничего. Только не свети в мою сторону, пожалуйста. Этого вот стола. Сейчас включу режим ночного видения. Я так с краю встал, максимальный зум сделал. Так, есть какой-то странный чувак. И он что-то светит на могилу и просто совтыкал. Куда-то вдаль светит, не знаю нахрена. Там вроде никого больше нет. Он, походу, наркоман. У него вроде кулек какой-то. Или это венки сзади, не пойму. Рядом с тобой и все. Говорит, я рядом с тобой и все. Сам понял. Рядом друзья лежат. Говорит, друзья что-то там решают. О! Блять, сука. Что его напугало? Может быть, он заметил за собой слежку? Или у него были какие-то галлюцинации? Напишите свое предположение в комментариях. Неадекват какой-то. Но первое место занимает видео этого же блогера, который снимает ночное кладбище по пути домой. Вот только в этот раз вместо обычной прогулки и шуток вы увидите настоящий трэш, который едва не закончился для него трагически. Это видео доказательство того, что ночное кладбище очень опасное место.
Видео начинается, как обычно, с рассказа о рабочем дне и небольшой экскурсии вдоль могил именитых людей. На улице уже сумерки, но еще не ночь. Автор видео спокойно идет по давно уже известной дорожке и рассказывает об истории этого места, но замечает, что фонари на центральной дороге не включены. Осмотревшись по сторонам, он справа от себя вдалеке замечает силуэты людей, которые идут без фонарей, но не особо придает этому значения, так как кладбище еще не закрыто на ночь. Идя дальше к выходу, он услышал голос и решил уйти в сторону, и это спасло его жизнь. За ним следил какой-то мужчина, который разговаривал по телефону. Из разговора следовало, что он и его подельники кого-то ищут здесь. Автор решает быстро бежать к выходу, чтобы не найти проблем на свою голову. Но все оказывается гораздо хуже, чем он предполагал. Ё-моё. Слушайте, вороны кричат. Слышали? Так голоса были. Так, ребята, ухожу нахер куда-то. Так кто-то идет сзади или вышел? Говорит, здесь проходил какой-то иностранец, таджик или кто, хер его знает. Говорит, прямо или направо. Прошел. Черт. Так он с кем-то говорит, наверное, тут их двое. Капец какой-то. Их, наверное, двое. Вот это я попал. Так, пошел куда-то дальше, говорит, куда-то восточный, я не знаю, куда он пошел. Так, кого-то, говорит, увидел. Надеюсь, не меня. Так, ребята, я зашкерился, там были какие-то голоса. Я поставил максимальную выдержку. Опять кто-то ходил, какой-то мужик. Опять что-то говорил. Так, блядь, идет кто-то. Сука, куда спрятаться? Говорит, что-то прошел куда-то. Куда-то пошел. Идет кто-то. Куда-то прошел. Блять, возвращается, сука. Надеюсь, не в мою сторону. Пошел куда-то дальше. Черт, что ему надо? Что он вообще тут делает? Светит в разные стороны, и мотоцикладку ищет. Вот наркоман какой-то. Так, я думаю, пора уходить отсюда. В этот момент блогер решается выйти из укрытия и бежать к выходу. Далее видео обрывается, и мы видим его сидящим за каким-то столиком. Он объясняет это тем, что уже почти возле выхода, но там, на выходе, стоят эти самые люди, которые кого-то искали на кладбище ночью. Он решает тут подождать, пока они уйдут, чтобы беспрепятственно выйти через ворота. Но случается непредвиденное, и он вдали видит свет фонаря,
и предполагает, что это еще кто-то из тех, кто там стоит, и что он возвращается именно к выходу. Но бежать некуда, и он оказывается в настоящей западне. Так. Черт, мне кажется, они опять сюда идут. А я так сижу, что мне даже уходить некуда, убегать. Какого Мне только на ту дорогу выходить. Вот туда. Так, ребята. Я поставил выдержку максимальную, там кто-то идет. Я лег, короче, я впервые на кладбище лежу. Надеюсь, он не сойдет за мой столик. Черт, не заходи, не заходи. Я уже максимально лег на живот. За могилой спрятался. Черт. Так. Пошел, куда-то пошел. По его словам, это третий или четвертый мужчина, который прошел к выходу, и скорее всего его там ждали те, кто там стоял уже некоторое время. Он говорит, что впервые сталкивается с таким, и такая суета очень странная для этого места, ведь непонятно, кто эти люди и кого они ищут. В конце видео он принимает решение заручиться поддержкой знакомого, который подъедет и посмотрит на тех, кто там стоит у выхода, и на всякий случай подстрахует. Я считаю, что это было правильное решение. Но самое лучшее решение — это не ходить ночью на кладбище вообще, так как в таком глухом месте никто не сможет прийти на помощь, и никто никогда не найдет. Слава богу, для его все закончилось хорошо. И отделался он лишь новыми седыми волосами, но не всегда и далеко не всем может так повезти. В этом выпуске вы видели, что ночь может происходить на кладбище. Это тихое место часто посещается странными людьми, искатели приключений, маргиналы, наркоманы и просто неадекваты с психическими расстройствами. Встреча с ними может оказаться очень трагической. Берегите себя, подписывайтесь на канал и спасибо вам за просмотр.